Переговоры на грани срыва. Аракчи полетел в Россию просить помощи у Путина в войне или мире. Новое предложение Ирана Трампу. Сначала открываем Ормузский пролив, потом договариваемся о ядерной программе. Сенсация в мире оружия. Израиль поставил Объединенным Арабским Эмиратам свою систему ПРО «Железный купол». Мерц уже не жалеет Трампа. Тот увяз в войне с Ираном и не понимает, как закончить войну. Король Чарльз и королева Камилла прилетают в США с государственным визитом, но не все этому рады. Папа Римский принял архиепископессу Кентерберийскую. В Польше рекорд мира по благотворительным сборам в Ютубе. 69 миллионов долларов на борьбу с онкологией. И о погоде. В Индии рекордная жара, в Москве рекордный апрельский снегопад. О судьбе деревни Гадюкино гидрометцентр многозначительно молчит. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Глава МИД Ирана. Аббас Аракчи сегодня прибыл в Россию с визитом, который в Тегеране называют важным этапом региональных консультаций на фоне войны с США и Израилем. В Санкт-Петербурге Аракчи должен встретиться с Сергеем Лавровым и, возможно, затем провести переговоры с Владимиром Путиным. Это подходящая возможность для нас провести консультации с нашими российскими друзьями по поводу событий, связанных с войной в этот период, текущей ситуации, а также совместно рассмотреть последние изменения. Пакистан играет важную посредническую роль в переговорах между Ираном и Соединенными Штатами. Было необходимо провести обзор последней ситуации. В любом случае, в ходе переговоров произошли изменения. Подходы американцев привели к тому, что предыдущий раунд переговоров, несмотря на достигнутый прогресс, не достиг своих целей. Причиной стали чрезмерные требования с их стороны и ошибочные подходы, которые они избрали. Нам было необходимо провести консультации с нашими друзьями в Пакистане, чтобы изучить последнюю ситуацию. Между нами и Оманом существует значительное совпадение взглядов, и мы также договорились продолжать наши консультации на экспертном уровне. Поездка проходит после срыва ожидаемых переговоров в Пакистане. Вашингтон отменил визит своих представителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Исламабад, а прямой диалог между США и Ираном вновь оказался под вопросом. Москва остается одним из немногих крупных партнеров Тегерана, способных оказывать политическую поддержку. На прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана. Хотел бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения. Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. Конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний, и наступит мир. Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете. Меня попросили в ходе этой поездки подтвердить, что ирано-российские отношения для нас означают стратегическое партнерство на самом высоком уровне, и таким путем мы будем идти дальше. А также всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как и Российская Федерация, которые именно в трудные минуты стоят рядом с Ираном. Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики Иран. Иран направил Соединенным Штатам новое предложение. Сначала открыть Ормузский пролив и прекратить войну, а обсуждение ядерной программы перенести на более поздний этап. Об этом пишет издание Axios. Сейчас дипломатический процесс зашел в тупик. Вашингтон требует от Тегерана отказаться от обогащения урана и вывести запасы уже обогащенного топлива. Для США это одна из главных целей конфликта. Однако внутри иранского руководства нет единой позиции, на какие уступки страна готова пойти. Поэтому Тегеран предлагает другой путь. Сначала снять самые острые проблемы. Речь идет об открытии Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировой нефти, и о прекращении американской морской блокады иранских портов. После этого можно будет вернуться к ядерным переговорам. По данным источников, предложение передано Вашингтону через посредников из Пакистана. В обсуждение также вовлечены Катар, Турция и Египет. В Белом доме документ уже получили, но официального ответа пока нет. Дональд Трамп, напротив, дал понять, что хочет сохранить давление на Иран. По его словам, блокада серьезно бьет по экономике страны и может заставить Тегеран уступить в ближайшие недели. На понедельник у Трампа запланировано совещание в ситуационной комнате Белого дома. Там должны обсудить застой в переговорах и дальнейшие шаги.
Во время войны с Ираном Израиль впервые в истории направил за границу систему противоракетной обороны «Железный купол». По данным американских и израильских источников, батарея была переброшена в Объединенные Арабские Эмираты вместе с военными расчетами для ее обслуживания. Это решение стало ответом на массированные удары Ирана по территории ОАЭ. По данным эмиратских властей, с начала конфликта страна подверглась сотням ракетных атак и налетам беспилотников. Большинство целей удалось перехватить, однако часть ударов достигла военных и гражданских объектов. После этого президент ОАЭ Мухаммед бин Заид обратился за помощью к союзникам. По информации источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился срочно отправить комплекс ПВО, ракеты-перехватчики и несколько десятков военных специалистов. Это первый случай, когда «Железный купол» использовался за пределами Израиля и США. По словам источников, система в Эмиратах перехватила десятки иранских ракет. С начала войны сотрудничество Израиля и ОАЭ резко усилилось. Израильская авиация также наносила удары по позициям ракетных установок на юге Ирана, чтобы предотвратить новые атаки на страны Персидского залива. Такое развитие событий еще несколько лет назад казалось невозможным. После соглашения Авраама 2020 года между странами были установлены дипломатические отношения, но нынешний кризис вывел партнерство на новый уровень. В самих Эмиратах заявляют, государства, которые помогли защитить страну в критический момент, будут считаться настоящими союзниками. Вместе с Израилем там отдельно называют США, Францию, Великобританию, Италию и Австралию. Европейские биржи в понедельник начали неделю спокойно. Инвесторы ждут важных решений центробанков и следят за ситуацией вокруг Ирана. Настроение на рынках ухудшилось после того, как Дональд Трамп отменил поездку своих представителей в Пакистан, где могли пройти новые переговоры с Ираном. Из-за этого усилились опасения, что конфликт затянется. Цены на нефть пошли вверх. В то же время появилась информация, что Иран якобы готов открыть Ормузский пролив и позже вернуться к ядерным переговорам. Если это подтвердится, напряжение может снизиться. Разумеется, ситуация вокруг мирных переговоров по Ирану остается напряженной, особенно в вопросе Ормузского пролива. Думаю, обе стороны по-прежнему пытаются переиграть друг друга различными тактическими шагами. Но я считаю, что в конечном итоге решение будет найдено. Именно это сейчас и закладывают рынки. Ожидание того, что выход будет достигнут. Энергетическая политика Германии остается катастрофической. Иначе это не назвать. Снижение стоимости энергии, точнее цены на заправках, это одно. Но главное в том, что экономика чувствует себя плохо. И да, наши налоги слишком высоки, особенно в сравнении с другими странами. Поэтому аппетиты налогового ведомства необходимо срочно ограничить. И да, реформы необходимы, потому что иначе все это невозможно будет финансировать. На фоне дорогой нефти лучше чувствуют себя нефтегазовые компании. А вот транспортные и промышленные предприятия под давлением, потому что для них растут расходы на топливо. Главное событие недели – заседание Европейского Центробанка и Банка Англии. Инвесторы ждут, будут ли повышаться ставки из-за риска новой инфляции. Сейчас рынки зависят от двух вещей – войны на Ближнем Востоке и решения центробанков. Если напряжение спадет, акции могут пойти вверх. Если нет, Европу ждут дорогая энергия и новые экономические проблемы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит у Соединенных Штатов четкой стратегии выхода из войны с Ираном. По его словам, затяжной конфликт становится все опаснее и уже напрямую бьет по европейской экономике. У американцев явно нет стратегии. А проблема подобных конфликтов всегда в том, что нужно не только войти, но и суметь затем выйти. Мы слишком болезненно видели это в Афганистане на протяжении 20 лет. Мы видели это в Ираке. Поэтому вся эта история, как я уже сказал, мягко говоря, плохо продумана. На данный момент я не вижу, какой стратегический выход сейчас выбирают американцы, особенно учитывая, что иранцы, очевидно, ведут переговоры очень умело. Точнее, очень умело не ведут переговоры, заставляя американцев лететь в Исламабад, а затем возвращаться без какого-либо результата. Целая страна подвергается унижению со стороны иранского руководства, прежде всего со стороны так называемого «корпуса стражей исламской революции». Мы, как европейцы, предложили помощь и заявили о готовности после завершения переговоров содействовать открытию Ормузского пролива. Мы предложили направить немецкие тральщики, чтобы помочь очистить проход от мин, поскольку он, как очевидно, по крайней мере, частично заминирован. Мы можем помочь в этом. Но сначала боевые действия должны прекратиться. И сейчас я не вижу, как это может быть реализовано в ближайшее время, потому что иранцы явно сильнее, чем считалось. А у американцев, по всей видимости, нет убедительной переговорной стратегии. Мне жаль это говорить, но в данный момент ситуация крайне сложная. И это обходится нам очень дорого. Это стоит нам больших бюджетных средств и оказывает давление на экономику.
Этот конфликт, эта война против Ирана, оказывает прямое негативное влияние на нашу экономику и должна быть завершена как можно скорее. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против смягчения санкций против Ирана. На встрече парламентской фракции ХСС в Берлине она заявила: «Отменять ограничения сейчас преждевременно». По ее словам, санкции были введены не случайно, а из-за действий иранских властей против собственного населения. Фон дер Ляйен подчеркнула, что в стране продолжаются репрессии, нарушаются права человека и особенно права женщин. Что касается Ирана и вашего вопроса, мы считаем, что отменять санкции было бы слишком рано, поскольку есть причины, по которым санкции были введены против Ирана. И эти причины — поведение властей по отношению к собственному населению. Только с начала этого года режимом были убиты 17 тысяч молодых людей. Речь идет о подавлении прав человека, и в особенности прав женщин в Иране, а также о многих других причинах, которые привели к введению санкций. Сначала мы должны увидеть перемены, фундаментальные перемены в Иране, и лишь после этого можно говорить об отмене санкций. Поэтому мы считаем, что сейчас для этого слишком рано. Одновременно глава Еврокомиссии призвала ЕС в среднесрочной перспективе отказаться от зависимости от импортных нефти и газа. Заявление прозвучало на фоне споров внутри самой Германии. Консерваторы поддерживают возвращение атомной энергетики, тогда как социал-демократы выступают против. Важно ясно понимать, наша высокая зависимость от импортируемых ископаемых энергоносителей делает нас уязвимыми. Об этом говорит всего одна цифра. С начала кризиса на Ближнем Востоке мы заплатили на 27 миллиардов евро больше за импорт газа и нефти, не получив при этом ни одной дополнительной молекулы энергии. Эту зависимость необходимо сокращать, и для этого нужно расширять производство более дешевой энергии здесь, в Европе. То есть каждый киловатт-час энергии, произведенный здесь, это вклад в экономическую стабильность, доступные цены на энергию и, следовательно, в независимость Европы. Для нас важно, чтобы дальнейший путь обеспечивал технологическую нейтральность в энергетике. И поэтому Европейский Союз не только активно поддерживает развитие возобновляемой энергетики, аккумуляторов и современных сетей, но и инвестирует в исследование малых модульных реакторов. Китай потребовал от США прекратить использование санкций после введения ограничений против одной из крупнейших частных нефтеперерабатывающих компаний страны. Речь идет о корпорации Hinkley Petrochemical. Американский Минфин обвинил ее в закупках иранской нефти в обход санкций США. Сама компания все обвинения отвергла и заявила, что не ведет дел с Ираном. Также там сообщили: завод в Даляне работает в штатном режиме, а запасов сырья хватит более чем на 3 месяца переработки. Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, и призывает Соединенные Штаты прекратить ошибочную практику злоупотребления санкциями и экстерриториальной юрисдикцией. Китай будет твердо защищать законные права и интересы своих предприятий. Путин попросил депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах. На фоне блокировок интернета у хозяина Кремля падает рейтинг. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 24,1% опрошенных россиян не доверяют Владимиру Путину. 23,3% респондентов не одобряют его работу в качестве фактического главы государства. Это максимальные значения с начала войны России против Украины. В ЦИОМ уже 7 недель подряд фиксирует падение рейтингов Владимира Путина. А сам Путин напомнил депутатам о предстоящих выборах в Госдуму и высказал мысль, что законодательный процесс должен быть системным и творческим, а не только нацеленным на адаптацию к нынешним вызовам и рискам. В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Король Чарльз III и королева Камилла сегодня прибывают в Соединенные Штаты с первым государственным визитом на американский континент после восшествия на престол. Поездка проходит в непростой момент. Отношения между Лондоном и Вашингтоном переживают заметное напряжение. Формально визит посвящен 250-й годовщине подписания Декларации независимости США.
Но фактически он должен подтвердить особые отношения двух стран, которые складывались со времен Второй мировой войны. Дополнительный фон создает недавний вооруженный инцидент в Вашингтоне во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, где находились Дональд Трамп, вице-президент и члены кабинета. Несмотря на это, Букингемский дворец заявил, программа визита остается без изменений. Сегодня монархов ждут в Вашингтоне. В расписании личная встреча с Дональдом Трампом и первой леди, торжественная церемония встречи, военный смотр и официальный прием. Завтра Чарльз III выступит перед обеими палатами Конгресса США. Событие редкое и символическое. Затем состоится государственный ужин в Белом доме. Позже король и королева отправятся в Нью-Йорк, где почтят память жертв терактов 11 сентября, а затем посетят Вирджинию. Политическая обстановка остается сложной. Трамп резко критиковал британского премьера Кира Стармера за отказ участвовать в войне против Ирана и спорил с союзниками по НАТО. На этом фоне визит монарха рассматривают как попытку смягчить разногласия там, где политика зашла в тупик. Сам Трамп накануне назвал Чарльза III своим другом, смелым и великим человеком, выразив надежду, что визит поможет улучшить отношения. Однако в самой Британии поездка вызывает споры. По данным недавних опросов, почти половина британцев считала, что визит следовало отменить. У Букингемского дворца в Лондоне прошла акция протеста против предстоящего визита короля Чарльза III в Соединенные Штаты. Участники в масках Чарльза и Дональда Трампа вынесли к дворцу макет ракеты, выступая против сближения Лондона и Вашингтона. Акцию организовала коалиция Stop Trump Coalition. Поводом стало решение Лондона в прошлом месяце разрешить США задействовать британскую инфраструктуру для ударов по иранским ракетным объектам, связанным с атаками в районе Ормузского пролива. Британский народ не хочет, чтобы этот государственный визит состоялся. Мы не должны отправлять короля на государственный банкет с Дональдом Трампом, когда он провоцирует кризис стоимости жизни из-за своей войны с Ираном. И что особенно важно, правительство Великобритании позволяет американским военным использовать наши авиабазы, загружать бомбы, взлетать и наносить удары. Это делает нас соучастниками. Поэтому отправлять короля сейчас значит подавать сигнал, будто нас устраивает все, что Дональд Трамп делает на мировой арене. Хотя на самом деле нам нужно активнее работать с государствами по всему миру ради стабилизации на Ближнем Востоке и преодоления кризиса стоимости жизни. Протест проходит за несколько часов до начала визита Чарльза III в США, который уже сопровождается не только дипломатическим интересом, но и заметным политическим сопротивлением внутри самой Британии. Дональд Трамп хочет повысить цены на лекарства, которые мы оплачиваем через NHS. Он хочет, чтобы мы отменили наш небольшой налог на крупнейшие технологические компании. 2% сбор, который к концу нынешнего парламентского срока принесет 5 миллиардов. И все это ради налоговых послаблений для Джеффа Безоса, Илона Маска и Марка Цукерберга, тогда как эти деньги нужны нам для подготовки более чем 100 тысяч медсестер для национальной системы здоровья. А король, находясь там, должен был бы встретиться с жертвами преступлений Эпштейна. Но этого не будет. Король говорил, что в отношении его брата Эндрю закон должен идти своим чередом. Однако о Дональде Трампе и его упоминании в материалах он промолчит. В Ватикане состоялась первая встреча Папы Льва XIV и новой архиепископессы Кентерберийской Сары Малалли. Это символический момент для двух крупнейших христианских традиций, разделенных почти 5 столетий назад. Малалли стала первой женщиной во главе англиканской церкви, объединяющей около 85 миллионов верующих по всему миру. Папа Лев – первый понтифик из Соединенных Штатов, возглавляющий католическую церковь с ее 1 миллиардом 400 миллионами верующих. Переговоры прошли в Апостольском дворце Ватикана. Лидеры обменялись подарками, провели закрытую беседу, а затем вместе помолились в часовне 17 века. В обращении к понтифику Сара Малалли поблагодарила его за более прямой и жесткий стиль высказываний. Речь идет о недавнем африканском турне Папы, где он резко осудил войны, диктатуру и социальную несправедливость. Эти заявления вызвали раздражение у Дональда Трампа. Ваше Святейшество, благодарю вас за теплый прием, за ваши молитвы и добрые пожелания во время моей интронизации. Я глубоко признательна. Для меня большая радость и честь быть принятой вами вместе с этой делегацией. В последние десятилетия возникли новые проблемы, из-за которых путь к полному единству стало труднее различить. Я знаю, что англиканское сообщество также сталкивается со многими из этих же вопросов в настоящее время. Тем не менее, мы не должны позволить этим продолжающимся трудностям помешать нам использовать любую возможную возможность вместе возвещать миру Христа. В Польше установлен новый мировой рекорд благотворительных сборов. 9-дневный непрерывный интернет-эфир принес более 250 миллионов злотых. Это около 69 миллионов долларов. На помощь детям, больным раком. Рак — это не приговор. Запомните, рак — это не приговор. 200 миллионов. Но это лишь часть всего этого.
Трансляция шла без остановки из небольшой квартиры в Варшаве. Ее организовал популярный блогер Петр Ханске, известный под псевдонимом Латваганг. К акции присоединились музыканты, спортсмены и известные личности. Среди них первая ракетка Польши Ига Свёнтек и капитан сборной Польши Роберт Левандовский. Привет, это Ига. То, что произошло в рамках кампании Cancer Fighters, действительно невероятно. Это показывает настоящую солидарность и то, какое огромное влияние мы можем иметь, когда действуем вместе. Я также хотела бы поддержать инициативу Латваганг. Это YouTube-стрим по сбору пожертвований для фонда Cancer Fighters, потому что я восхищаюсь всеми маленькими бойцами. Вы действительно огромное вдохновение. Я хотела бы поддержать это. Пожертвовав 100 тысяч злотых и 2 билета на мой матч на Уимблдоне. Поэтому очень призываю вас сделать пожертвование. По данным польских СМИ, сумма более чем втрое превысила предыдущий мировой рекорд среди благотворительных стримов. Деньги направлены в фонд Cancer Fighters, который помогает детям с онкологическими заболеваниями, финансирует лечение, реабилитацию и поддержку семей. Во время эфира проходили концерты, интервью, игровые марафоны и символические акции солидарности. Несколько знаменитостей прямо в кадре побрились наголо в поддержку детей, проходящих химиотерапию. Трансляция стартовала 17 апреля на YouTube и завершилась вечером в воскресенье. В пиковый момент ее одновременно смотрели 1 миллион 400 тысяч человек. Это также рекорд для польского сегмента платформы. Идея марафона появилась после вирусной кампании в ТикТоке. Организатор пообещал начать эфир, если публика соберет нужное число отметок «нравится». В итоге инициатива превратилась в крупнейшую цифровую благотворительную акцию в истории Польши. Польские обозреватели отмечают, страна увидела редкий пример того, как социальные сети могут работать не на скандал, а на реальную помощь тысячам семей. И о погоде. 27 апреля в столицу России пришла прекрасная зимняя погода. Город накрыл мощный циклон с мокрым снегом, сильным ветром и резким похолоданием. С утра в Москве улицы, дворы и автомобили оказались покрыты снегом. Из-за тяжелого мокрого снега начали ломаться деревья. Во многих районах упавшие ветки повредили припаркованные машины, а коммунальные службы экстренно выехали на расчистку дорог и тротуаров. Жители столкнулись и с транспортными проблемами. По сообщениям российских СМИ, в аэропортах Москвы задержаны и перенесены десятки рейсов. Причина – плохая видимость, сильный боковой ветер и сложные условия для взлета и посадки. В Подмосковье непогода привела к авариям на линиях электропередач. Без света временно остались десятки населенных пунктов. Энергетики работают в усиленном режиме и пытаются восстановить подачу электроэнергии. На дорогах ситуация также осложнилась. Водителей призвали не менять зимний стиль вождения, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и по возможности отказаться от поездок на летней резине. На тротуарах гололедица, пешеходам рекомендуют быть особенно осторожными. Синоптики объясняют происходящее вторжением холодного арктического воздуха и прохождением активного атмосферного фронта. По данным российских метеослужб, осадки сохранятся как минимум до завтра, после чего температура начнет постепенно повышаться. Север и центр Индии накрыла сильная жара. В Нью-Дели и ряде других регионов температура сегодня поднялась до 40-44 градусов, а местами до 50, что на 5 градусов выше климатической нормы. Метеослужба Индии объявила предупреждение о тепловой волне сразу в нескольких штатах. Синоптики говорят о растущем риске перегрева, особенно для пожилых людей, детей и тех, кто работает на открытом воздухе. По словам специалистов, жара охватила почти весь северо-запад и центральную часть страны. Однако уже со вторника ожидается постепенное облегчение. Его связывают с западным атмосферным фронтом, который сначала затронет Гималаи, а затем принесет более прохладный воздух на равнины. На фоне экстремальной погоды многие жители и туристы отправились в более прохладные районы индийского Кашмира. Популярными направлениями стали озеро Дал в Сринагаре и заснеженные горные перевалы. В последние годы Индия все чаще сталкивается с рекордной жарой. Эксперты связывают это с изменением климата, ростом городов и нехваткой зеленых зон, из-за чего мегаполисы вроде Нью-Дели нагреваются еще сильнее.